Не снимай, не выкладывай. 16 ноября, что-то мальчишки с батей съездили, разгрузились. Заехали к сестре по делам. Батя пошел в пятерку за молоком. Сижу, жду. Сейчас приеду домой. Время, видишь, сколько? В апреле 1939 И, наверное, спать лягу. Спать хочу, не могу. В 3 урок надо выспаться. Барабаны поставил, можно спать. Сегодня голову не буду ломать, каким упражнением мучить. Потому что в прошлый раз уже написал упражнение. А оно не пригодилось, поэтому это же упражнение будем юзать. Ютубчик смотрю. Поставил себе будильник на 1:30. Еле шары продрал. Фу, не могу, спать хочу. Больше не буду уроки брать после концерта. Еле проснулся, честное слово. Всю ночь что-то не спал. Ну как всю ночь? В 3 часа проснулся опять, как всегда. И давай смотреть фидбэк от концертов. Потом час с небольшим, наверное, сидел, просто смотрел свои записи концертные. Косяки, детские косяки. И абсолютно, непонятные вообще мне. Почему так происходит? Сбой какой-то. Что кривишь просто на ровном месте. Да, я на концерте, я уже привык, что если я совершаю косяк, раньше я бы начал думать, прям на концерте, а что это такое, а как, и посыпался бы дальше просто. Вот, а сейчас косяк получился, допустим, да и хрен с ним, играю дальше. То есть, споткнулся разок. Если так начну себя, долбить за каждый косяк, у меня они просто как снежный ком начинают копиться, эти косяки. А так нужно просто перешагнуть через него и идти дальше. Чем я, собственно, и занимаюсь на концертах. А потом уже гляжу свои косяки, постфактум, как говорится, и не могу понять, почему я их допускаю, почему. Сейчас быстренько нарисую упражнение. И лягу дальше спать до 3 часов сюда. Вот. Эту вот сумку с батей вместе в две руки, в 4 руки даже, можно сказать, вынесли. Батя один тоже не может эту сумку тащить. Вернее, он пытался, но я его остановил. Ну куда нафиг? Так, ладно, я пошел рисовать. Так, одну можно отсюда стибрить. А даже не одну. Нет, пускай одна здесь будет все-таки. Где-то тут. Господи. Так. У меня есть очень важная миссия. Я с просонья вообще ничего не понимаю, что я делал. Вот, это мой первый трек-лист. Вот. Это очень важно. Важно, я бы даже сказал. Вот так вот, короче, чик. Надо еще подписать какой-то день. И все такое. Вот. Вот упражнение, короче, будем играть пульсацию на хэте. Очень интересно, как по мне. И при том играть всякие биты. Так, 15-е. Правильно? 15-е. 11-е. И ни хрена себе 25-е. Я отметил такую вещь для себя. Весьма странную. 18 треков. Мы с Там Тепло играли, не знаю, по 7 треков за отделение. А играли мы по 4 отделения. Вот. И эти отделения, чисто для меня, пролетали вот так. Понимаешь?
Я даже не помню, как вот я только сел, и вот я уже выхожу, типа отделение закончилось, понимаешь? Почему-то вот так концерты проходили. Я перестала испытывать какой-то кайф от концерта. То есть ты садишься, чпок и вышел. Все песни сыграны. И никаких ощущений. А здесь я как ни посмотрю в список, а еще чуть больше полконцерта. Как ни посмотрю полконцерта, как ни посмотрю еще песен 6 играть. Ну, то есть я смотрел список каждый раз, когда менял метроном. Смотрю список, меняю метроном, смотрю песен до хрена еще играть. И от этого меня прям охватывал какой-то кайф от того, что вот оно, ощущение снова явилось того, что я что-то делаю, а не просто сучу ножками и ручками непонятно во имя чего. И вот это вот ощущение, оно вернулось. Так, а где ощущение вот этого, что ты играешь концерт, а не просто... Я не знаю, как это объяснить на самом деле. Вот я давно потерял это ощущение, понимаешь? Какой-то важности, момента, что ли, я не знаю. Потерял и не чувствовал это уже ближайшие, наверное, лет 5 точно. Вот. А вчера на концерте я почувствовал какое-то, во-первых, единение с группой офигенское, какое-то офигенное единение с группой, что я делаю какую-то важную вещь. При этом безбожно косяча, конечно же, вот. Но я просто тогда и сейчас, когда просматриваю этот материал, обращаю внимание, как все колбасятся. Просто как все кайфуют от происходящего. И меня аж мурашки по шкуре в этот момент проходят, понимаешь? Так, а ты что здесь делаешь? Я пошел дорисовывать упражнения. Я что-то в каком-то бреду, как будто что-то болтаю. Я не выспатый. И я поставил себе будильник, говорю, я проснулся и выключил будильник и хотел опять лечь спать. Я начисто забыл, зачем я ставил будильник. Но полежав чуть-чуть, совсем маленько, до меня дошло, что я не просто так ставил себе будильник. И что мне надо идти. И я кое-как заставил себя подняться и валить на базу. Вот. Надеюсь, сейчас Иришка придет и взбодрит меня своими ударами по барабану. Пум-пум. Ну все, 45 минут у меня есть на диван. Вот такие упражнения. Может, кому интересно, скриньте. В основном на координацию правой руки и правой ноги. Обалденный комплект, еще раз повторю. Это не реклама, мне никто не платил. Мне очень нравится просто этот комплект. И я, когда его дарил бате, я был почему-то уверен, что примерно к середине лета, а я подарил его в начале лета, здесь будет не хватать чего-то, потому что он все растащит по саду. Ну, как видишь, все на месте. И собственноручно один раз, открыв его не с той стороны, потерял кучу бит, вот этих мелких. Открывать можно только с этой стороны. Здесь открыть, перевернув, то, собственно, все. Вот это все вываливается. Интересно придумана ручка. Приделана. Ну, в этом комплекте все прекрасно. За исключением вот этих переключателей, об которых можно все пальцы сломать, блин. Ну и вот это вот бесит тоже постоянно ее. Следить за ней, чтобы ее ветром не сдуло. Вот так вот, чтобы она лежала. Не знаю, насколько она тут нужна. Напишите, она вообще нужна. Просто уже задолбала. Ой.
Все, завожу будильник на 3 и жду мою самую любимую ученицу. Не снимай, не выкладывай. Занимался с Иришкой. Еду домой. Завалюсь спать. Я, кстати, бложик смонтировал с утра. На сонных щах. Сейчас сидит Марко из Великобритании. Такой думаю, что такое сонные щи? Вот, смонтировал и даже залил в YouTube. Но по просьбе Кэт, это вокалистка, сейчас его удалю из Ютуба. Вот. Не могу идти против своей новой команды вообще никак. Если им что-то не нравится, то я не готов делать им, допустим, там что-то там больно или еще что-то. Цеплять их как-то. Они мне, черт побери, дороги, блин, все. Я их люблю, что ли. Поэтому бложик я удалю. Но я его перемонтирую и выложу снова. Я там сказал кое-какую фразочку в бложике. Мне ее придется выпилить. А жаль. Но что поделать? Так надо. Я вчера на авторпати, короче, кое-что там снимал. И получилось, что я снял некоторый компромат. А в чем, говорить не буду. Вот. Просто вырежу его и все, и по новой загружу в YouTube. А ты думал, я буду удалять весь бложик? Ха-ха! Сейчас, ага. Ты знаешь, моментами меня вдруг осеняет, что я еду на Кубе. Ты представляешь? Еще полгода назад я ехал на Сиенте и страдал. Где мне брать деньги? Где мне в этом месяце брать деньги? Надо сделать стрим, надо собирать. Помогите. Вот. И я думал, что это никогда не кончится. Вот это мое рабство на 9 лет. Я, честно говоря, даже жить столько не планирую. Сколько на меня кредит повесили, понимаешь? А сейчас я сижу в своем кубике. И руль у меня хороший. И куб у меня замечательный. Магнитола стоит. У меня в старом кубе не было такой магнитолы. И все у меня отлично. Ну, подчеботарим кубинского немножко, подкрасим летом. Приведем в чувство, пороги на него повесим, крылья. Все будет хорошо. А что я хотела сказать-то? Что только в редкие моменты, когда на меня находит понимание сиюминутного вот этого вот. Сиюминутное понимание, что у меня, в принципе, все хорошо в жизни-то сейчас. Все прекрасно. И надо просто изо всех сил ценить этот момент, понимаешь? Ценить своих родителей, которые пошли мне навстречу. Просто взяли на себя кредит за этого куба. Прикинь? Ну это же круто. Вот. От всей души, как говорится, благодарен им за это все. От всей сашкинской души. Сейчас вот сюда встану. Просто до меня только доходит это понимание буквально какими-то проблесками, понимаешь? Я должен им просто руки, ноги целовать, своим родителям. За то, что они меня вытащили из этой ямы. Вот. И еще раз хочу передать огромное спасибо Антохе, который просто мне написал и сказал: чувак, тебе надо делать банкротство. Собственно, после чего я и начал это все делать. Вот. Я так прекрасно понимаю тех людей, которые мне писали, что банкротство не выход. И все такое. Просто одна проблема превратилась в другую. Ну, может быть, для вас это так. А для меня это охеренный выход из проблемы. 35 тысяч в месяц я теперь не плачу 9 лет. А плачу по 10 тысяч по марту включительно. И все. И я свободен. На мне нету ни одного кредита. Я не помню, когда было так, что я жил без единого кредита. Понимаешь, не помню. Я не знаю, за лет 20 точно не помню такого.
Не снимай. Не выкладывай. Фу, 17 ноября, девчонки, мальчишки. -3. Смотрим, как оно заведется. Блин, завелось. Ну, тогда было -5, когда он не завелся. Перевели пенсию. Пошла возня, короче. Сначала в банк, потом в контору, потом опять в банк, чтобы получить свои 23 тысячи рублей. Это моя пенсия по второй группе инвалидности. Ой. Ой. А я сегодня вообще не хотел никуда выходить до уроков. Не получилось. Еду домой. Отфутболили. Нету интернета в Сбербанке. Ни один офис Сбербанка в городе не работает в данный момент. Вот такой прикол. Дожили. Нет интернета и банк не работает. Прикол. Когда такое было? Ой, когда-то давно, видимо. Приперся домой, короче. Вот я где завис. Упражнение номер 6. Казалось бы, ну что тут такого? Правое, левое, левое, правое, левое, правое, правое. И так происходит перемена рук. Ставлю метроном на 100. Это вообще не быстро. То есть я играю так примерно 8-ми. То есть 1, и 2, и 3, и 4. Сейчас тезу сниму. Без метронома. Сниму без метронома, потому что метроном здесь. Ой, там у меня барахло мое валяется. Не смотри туда, короче. Я немножко расстроен, потому что не удалось мне забрать свои деньги. Гребаный сосед. Сосед стучался, короче. Мои на кухне не слышат, а я... Все, короче, прибрался. Ну вот, смотри. Настроение у меня ужасное. Со мной вот в данный момент лучше вообще не контактировать. Я просто дохлого заебу, короче. Вот так как ты мне и слова не говоришь, поэтому у меня на тебя нету рефлекса, стойки. В общем, упражнение такое. Темп такой. Раз, и 2, и 3, и 4. Изолирую пальцы, работаю только кистью. И поехали. Дело в том, что я могу сделать его несколько раз, но потом у меня что-то происходит с головой, и я начинаю переходить в обычный парадигл, то есть... А этого делать не надо, блин. Надо играть необычный парадигм, то есть... Вот, и попробуем, поехали. Раз. Ну, понял, да? В общем, вот такое упражнение. И еще в чем прикол. Да, ты скажешь, что-то медленно, вот это все. Но я не, как тебе сказать, не спринтер. Я этот, как его, марафонец, блин, короче. Я вот в таком темпе могу сидеть полчаса. И за это время у меня руки начинают гудеть просто, понимаешь? Вот. И я хочу просто почувствовать какое-то ощущение, что ли, за это время. То есть я не загоняю свои руки просто в хлам, а я сижу и долблю вот так вот. Смотрю киношку и долблю. Просто на протяжении там получаса, например, одно и то же. И когда я откладываю палки через полчаса, у меня руки горячие прям, понимаешь? Вот. Для меня сейчас важна не скорость. Играть вот это упражнение, как вот это. Легко и непринужденно. Получил деньги за концерт. Посмотрел реку. Нашел. Хотел дешевле взять, но дешевле, ну, то есть
Есть самое дешевое, это 1400. Это 1800, как ты видишь. Вот. У более дешевых можно нарваться на рваный чехольчик. Ну, это все фигня, можно снять чехлы это вот с этого куба снятой. Ну, якобы. Видишь, маркировка серебристого цвета. Ну ладно, сейчас оплачу. Ну все, поздравьте меня. Рейка заказана. Стартер, значит, идет. Причем с той же разборки во Владике. Так что вот в этом месяце сейчас я вот получу свою пенсию с горем пополам. Кстати, можно, наверное, пообедать и попытаться еще раз съездить в Сбер. Будем копить деньги на большой, грандиознейший ремонт с заменой подрамника, рейки, с заменой всех сальников и так далее. Так что вот. Сегодня домашний бложек. Вот такую зазубрину посадил на нож. Ну чё, будешь фокус? iPhone 14, блин. Pro. Где макросъемка? Не помню, что я делал, короче. Но она мне мешает. А ничего с этим сделать не смогу. Собака, получается, за месяц с небольшим съедает пачку. Как-то так. Вау! Пахнет вкусно, блин. Сам бы ел. А? Челси надо. Бложек ни о чем. Контент высосанный из пальца. Настало время ехать нам на урок, на базу. Вообще не знаю, на таких температурах, вот сейчас -5, там -3. Я купила омывайку. Буду от банку 5-литровую, получается, да, там. И половину вылил, вот, а вторую половину разбавил водой напополам, считай. И при -5 она у меня не замерзла. Сейчас я вылил остатки вот с водой, вот. И вот я сейчас думаю, что мне надо, когда у меня это кончится, я эту банку сохранил, попробую, буду экспериментировать, пока у меня бачок не замерзнет нафиг совсем. Не знаю, вот такие у меня, короче, приколы. Помню, дома я тебе сказал про это или нет. Я заказал рейку. В общем, я доволен. Это классно. Это последнее из моего списка, что я должен был заказать. Вот. Будем менять. А заодно всю морду, получается, пересоберем на новых сальных блоках, новом подрамнике и сальнике вместе с этим, со шкивом коленвала. Вот, все будет. Так что мордочка у нас будет прям то, что надо. Ну и как всегда, как бы это, я полазил, поискал, мне все обошлось не шибко дорого. Подрамник, считай, 3000. Рейка, это без доставки. Рейка 1800. Самое дорогое это сайлент блоки. Мне обошлись. Все сайлент блоки. Все, погнали. Убежал вчера с базы аж.
Лень было стирать. Скорей домой. Тоже вымотался за эти дни подготовки к концерту. Там, то и все. Сил почти нет ни хрена. Так, вот так вот прикольно светит, как мне кажется, на полку. Так, чик. Я хотел купить вот такую вот эту вот, ну, на Озоне, на липкой основе такая. И просто вот вверху вот так наклеить, белую, то есть, так вот, тык-тык-тык, чтобы каждый этаж у меня был такой подсвеченный. Было бы прикольно, мне кажется. Ну, гирлянду, конечно, уберу потом. Вот. Сейчас смотрю свои записи с концерта. Блин, пылесос надо притащить. Ну, считаю, что не зря я тут сидела и гонял партии просто часами. Все-таки не зря, короче. Прям видно, что что-то понял, пока это все гонял. В общем, мы решили недельку отдохнуть. Вот. Качум. Хоть я и не фанат таких качумов. Ну, типа, я понимаю, когда был, допустим, новогодний чес, то есть каждый день одно и то же, рутина, вот это все достает. А когда 2 раза в неделю репетиция, потом концерт, и ты такой, давайте качумнем. Ну, для меня это не очень понятно, честно скажу. Потому что я как бы, ну, хоть, может быть, я и сплю на ходу, так я каждый день такой. Мне ничего не помешает взбодриться и поехать на репу, например. Вот. А пока мы отдыхаем, как бы материал из рук уходит. Ладно, хватит ворчать, пошел лежать. Ой. Очки, блин. В телефоне же буду сидеть. Все, пока. Ой, не, диван, это зашибись. Офигенно. Фу. Короче, лежал, вспомнил, что надо же схему-то расписать. Решил, что вот такой схемы в этот раз будет достаточно. То есть, ну, еще вот бридж такой вот нарисовал, чтобы было попроще немножко. Тут понятно. То есть, тут мы играем 8 тактов, 16, 8. Бит у нас 1 на всю песню. Брейк 1. Так что и сегодня будем играть под музыку. Матвей перенесет колонку с собой, подключится к ней. Все, так что продолжаю ожидать. Не снимай, не выкладывай. И снова здравствуйте, как говорится. Я занимался с Матвеем. Поеду сейчас в крепеж заскочу. У меня кончились скрепки для степлера. А я фанат степлера и клеевого пистолета, это термопистолета. Вот, и когда у меня кончается клей и скрепки, я чувствую, что что-то, короче, что-то пошло не так. И я не могу что-нибудь пристеплерить или приклеить, и мне плохо от этого. Короче, проблема у меня в том, что я 3-ю или 4-ю ночь плохо сплю. Ну, то есть сплю я 3 часа максимум. Потом просыпаюсь и начинаю палить телефон. Потом думаю, да что, я лежу, пойду сяду в интернете, пошарюсь, короче, сажусь. И потом часам к 8 меня начинает жестко рубить. А мне уже надо какие-то дела делать, куда-то ехать, ля-ля-ля, и я не высыпаюсь. И вот сейчас время 5, а меня накрывает, короче, жестко.
И я вот каждый вечер меня так накрывает. Я вместо того, чтобы просто лечь и поспать, я буду сидеть сейчас пучиться в телевизор. Монтировать бложек, что-нибудь смотреть, какие-нибудь YouTube-каналы, короче. Но вот сейчас я думаю, мне надо... Заскочу сейчас в Магнит, возьму Пивалдерс, наверное. Бутылку засажу и спать лягу, короче. Вот так буду лечить свою бессонницу таким образом. Не знаю, почему так. Что-то перевозбужден последние дни. Наверное, перед концертом, не знаю. Больше причин не вижу. Вот, попробуем с помощью пивка вылезти из этой проблемы. Пока еду, вроде ничего. Как светофор, так залипать начинаю. Я помню, 100 лет назад я ехал с работы и уснул на светофоре. Тоже вот так не спал ночами. Просто уснул и все, прикинь. Прям закрываются глаза. Мне кажется, я сейчас даже без пива усну. Как нефиг делать. Чуть не налил без тебя. Так вот аудиторию испаивают. Удалят тебе канал, будешь сидеть пить на камеру. Не снимай, блядь! Не выкладывай! 18 ноября, девчонки и мальчишки. Попытка номер 2 забрать свои деньги с банка. Что? Успешный успех. Малька какая. Выписку получил, отфотал, отправил в контору. Жду вызова. Поедем забирать бумагу, разрешение на выдачу пенсии. Так, что там у нас? Чик, достаточно, наверное. Все, идем домой, ждем известий от конторы. Вот, кстати, эта же контора здесь находится. Я спросил, могу ли я здесь, допустим, обслуживаться, чтобы не ездить ни черти куда. Сказали, что нет. Когда Мансон ударил жену во время дня рождения их сына. Все это спровоцировало довольно длинный по меркам Карлоса период без боев – полгода. В июне 73-го Мансон во второй раз встретился с Эмилием Гриффитом. Постер к этому бою, похоже, рисовал художник, работавший на второсортных фильмах ужасов 70-х. После 11 раундов поединок был равным, но в последние 4 раунда Мансон прибавил и забрал победу в единогласном решении. Ну что, настало время ехать. Получать разрешение на получение пенсии. В этом месяце что-то вообще морока какая-то. В прошлом месяце, получается, где-то в 9:30 я отправил фотографию выписки, а в 9:50 уже получил документ и поехал, получать разрешение, то есть в контору по банкротству. Вот. А в этом месяце второй час. То есть в 10 часу я съездил в банк, а сейчас уже второй час. Вот. И неосмотрительно задал вопрос, мол, дождусь ли я сегодня документа. Мне сказали, документ будет сделан в течение 3 дней в порядке очереди и все такое. Ну а потом следующим сообщением написали, что документ готов, приезжайте, получайте. Он, батя, идет. Салям алейкум. А где твой машина? Машина где? Чё? Давай. Так, ну все, погнали. Прокачу тебя по городу немножко. Он батек пошел. Не удается ему на прием попасть к глазнику. Операцию хочет делать на глаза, на глаз.
Не помню какой, то ли правый, то ли левый глаз, не видит ничего. Сходил к врачу, сказали, что надо делать операцию, менять хрусталик. Вот. 8 тысяч стоит операция. Я не знаю, алды, может быть, помнят, когда где-то года 3 назад я хотела делать себе операцию на глаза. И она стоила 80 тысяч один глаз. Вот. И я типа удивляюсь. Мамка мне говорит, 8 тысяч глаз стоит. Я типа удивляюсь, типа, говорю, а что так дешево? Вот. А она говорит, ну это же не коммерческая организация, а типа это комбинатовская. И все такое. Ну, короче, вот. Интересно, старые бабки не смотрят вообще, куда идут. Вот она сейчас шла, а слева машина ехала. Ей вообще было все равно, остановится эта машина или нет. В общем, сейчас поменять хрусталик, считай, в 10 раз дешевле стоит. Я в афиге. Но я не хотел менять себе хрусталик, я хотел просто коррекцию сделать. Но в связи с тем, что уже глаз изменяется к моим годам, ну, то есть, как она называется, вот эта вот штука, которую срезают, она утоньшается со временем, и операцию становится, негде делать, то есть толщина не позволяет. Вот, я что только не делал, я к каким-то врачам не ездил. Мы в Челябинск ездили с батей вдвоем на машине, на Кубе. Нифига. Так что остается один вариант, если совсем буду слепнуть, только хрусталик поменять. Вот как батя сейчас хочет делать. Посмотрю, как у него получится сделать. Может быть, и сам решу. Сам решу. Заказал я рейку. Спросили они меня, какой транспортный отправить. Я говорю, отправьте с деком. Они сказали, окей. Присылают сегодня мне квитанцию, а там написано ТК «Энергия». Нафига спрашивать, какой вам отправить, если все равно отправляете другой? Ну, просто интересно мне. Как у некоторых работает бизнес. Да, то есть наплевать вообще, что ты там сказал. Отправлю той транспортной, какой захочу. А еще хотел поговорить о том, что мне поступают такие комментарии, типа, завязывай там со своим там светом на базе, или да с чем угодно. Вот любые комментарии по поводу того, что мне делать. Если я вам не ответил, это не значит, что я вас не увидел. Вот. Или поставил вам сердечко, например, да? Тоже не значит, что я рад вашему комментарию. В общем, ответ у меня будет такой. Я буду снимать то, что хочу. Делать буду то, что хочу. Заниматься буду то, чем хочу у себя на базе. Вот. Не хотите смотреть, выключайте и ищите следующее видео для просмотра. Вот. Не надо мне писать, делай вот это, не делай вот этого. Просто берете, не понимал никогда, в чем проблема. Просто берете, закрываете видео, идете дальше. Нет никаких проблем. Вот просто хочу раз. Я понимаю, что мне придется рано или поздно это повторять. Так уж устроен интернет. Ты сегодня сказал, через год никто не помнит, что ты сказал. Ну, просто скажу, что
Я буду заниматься тем, чем хочу, а не тем, чем хотите вы. Не хотите, не смотрите. Мне по барабану. Так вот, почему я заказал рейку-то и хотел с деком ее. Сейчас мне идет стартер, но он, правда, маленький. И доставка будет стоить 600 рублей. И я что-то подумал, что а вдруг мне рейка дешевле обойдется с деком. Ну, я решил ее заказать. Но, как видите, не судьба. В итоге доставка будет стоить 1200. Почти как сама рейка. Ну ладно, переживем. В общем, поменяем все запчасти. То есть весь передок пересоберем. А потом будем заниматься ошибкой, собственно. Будем менять лямбду, всякие там датчики. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не знаю, видел ты или нет. Ну, в общем, это уже второстепенные вещи, то есть, считаю. Ну, я так считаю. Сейчас пересоберем морду, а потом будем заниматься вот этой ошибкой. То есть делать все то, чтобы эта ошибка погасла. Ну, насколько я помню, она горит из-за того, что у меня бедная смесь. Что может влиять на бедную смесь? Допустим, лямбда, датчик расхода воздуха, подсос воздуха. Вот это все будем устранять постепенно. Почти на месте. Как тебе такие покатушки? Если тебе не заходит такое, могу, в принципе, не снимать. Я просто не понимаю, о чем мне сейчас бложек пилить. У меня концерт кончился, подготовка кончилась. В принципе, делов никаких. А руки чешутся что-нибудь снять. Вот я тебе и снимаю. Смотри, раз гелик, два гелик. Шикардос. Прикольный тут райончик. Танк. В общем, снимаю, как говорится, контент, высосанный из пальца. Что-то места нет, куда встать. Попробуем внедриться куда-нибудь. Все занято. Ни хрена тут местов нема. Так, я уже проехал практически. Да. Вот сюда попробуем. Нифига тут тесновато. Пользуется спросом контора, да? Почти проехал, прикинь. Еще летом будем делать дверные замки задних дверей. Они не работают. Будем туда интегрировать жигулевские эти соленоиды. Все, педалим обратно. Получили документ. И похоже, я себе нашел еще одного ученика. Сейчас пока ждал документ, стоял, ко мне подошла девушка. Сказала, что хочет, по-моему, сына своего мне отдать на обучение. Вот. А еще сейчас от этой женщины, девушки, я узнал, что та школа, в которую я сразу, когда с ней школы ушел, пришел, называется она вот эта школа, где хозяин этой школы делает сам барабан. В общем, она сейчас продается, прикинь. Какая машина у меня грязная, просто вся бочина, что с одной стороны, что с другой.
Я не знаю, может у меня завтра все замерзнет. Я сейчас, наверное, заеду на мойку, помою. Сейчас +3 на улице. А мойка работает, прикинь, даже свободное место есть. Работает мойка. Закинул 50 рублей. Деньги и тут ничего не происходит. Просто. Понимаешь? Все. Не могу даже домыть толком. Время идет. Все. Короче, я подошел к нему, говорю, так и так. Не работает ваша мойка. Давайте будем что-нибудь делать. Он говорит, вот тебе 100 рублей, иди мой. На осмос не нажимай, нажимай просто ополаскивание. Так, надо обтереться, короче. Поеду вон туда, встану куда-нибудь. Не стал обтирать, короче, еду домой. Что-то жрать охота. В прошлый раз, кстати, я также мыл, у меня ничего не работало. Но я просто уже почти домыл, когда у меня начал пистолет дурковать. И я не пошел к нему. А в этот раз я только начал мыть, и у меня там давление пропало. Я такой думаю, нет, друган. Нынче ты от меня не отлипнешь. Сейчас возле дома быстренько пробежался с тряпочкой. Забежал домой и закинул в топку котлетку, кашку. Еду на базу, не знаю зачем, просто так. Противотуманка что стала моргать. Сейчас туда силиконовые смазки набрызгаю. Не получилось ничего сделать. Разъем сломан, пластиковая штучка, в которой сам вот этот контакт крепится. И получается, что он там телепается внутри. И не закрепить его никак.
пахнет Чайковского. Я проснулся, а на улице уже темно. У меня перестала гореть одна противотуманка. Я разобрал, посмотрел. Это разъем не родной. То есть вот эта часть, которая в лампочку вставляется, она не родная. Вот. Буду искать, короче, родную. Пока что нашел только одно предложение, короче. Оторванное, так отрезанное, короче, штекерок с кусочком провода отрезанный. Вот. Спросил, говорю, подойдет, типа, он говорит, они мне в ответ там, а какие у вас там лампы? Я хз, какие у меня там лампы на самом деле. Батя с мамкой в магазин, прикинь, через дорогу на машине поехали. Мамка совсем плохо ходит. Что-то у нее там нерв в ноге. Заказал я этот переходник, короче, с корпуса воздушного фильтра к мотору. Крышки клапанов. Вот смотрю, где они, надо оплатить. Плачуть буду, с мамкиного телефона. Вчера получил топ-донат. Сразу заказал, получается, штекерочек себе на противотуманку. Все заказал уже, прикинь. Осталось еще заказать эти, где капот открывать и бензобак. Там у меня сломанная штучка. Думаю, прямо сейчас закажу. Вот только мой личный бухгалтер подъедет, и все, и сразу все закажем, короче. 19 ноября, девчонки, мальчишки, я завелся. Блин, заправку уже пора. Ну что, вчера я помыл машину. Сейчас идет дождь. Интересно, я приеду до своей базы на чистой машине или уже нет? Развернулся немножко. В общем, получил я зарплату за концерт. Потом вчера на стриме Денис М. задонатил мне 2 косаря. Я решил, что время покупок настало. И назаказывал себе ништяков. Сегодня у нас днем +7. И вот такой дождяра, короче. Эх, машину помыл, называется. Между фильтром стоит и двигателем, то есть и крышкой клапанов. Ее заказал. Еще когда свечи менял, может быть, помнишь, мы смотрели на нее, она очень плохая. Ну и самое главное, из заказанного это рейка. Так что вот, ждем посылочки, будем чинить. Сейчас настало такое время. То есть концерт мы отыграли. Теперь мы отдыхаем, короче. Ничего не происходит. Но он намечено уже несколько концертов, короче. Вот. Ну, буду держать в курсе, как что. Я думаю, со следующей недели начнем репать. Хоть как-то контент разнообразится. А пока так. На базу с базой. Сейчас посмотрим. Вроде луж нету, да, но сыро. И, скорее всего, бочина уже грязная. Потому что колеса передние торчат просто. Здорово торчат. Этим вообще пофигу на дождь, на мороз. Они что мороз, что в дождь скачут куда-то все. Ну что, пойдем посмотрим. Что тут у нас с бочиной? Так. Да нет, ты знаешь, чисто пока что. Ну-ка, тут что? Ну тут маленько есть. Вот. Это пока луж нету. А так, вот еще старая грязь, прикинь, на резинке. Прикол. Интересно, откроется или нет? Ну давай. Нихера. Собака. С ключа тоже что-то заедает, короче. Не знаю, что с этим делать. Все, мы отзанимались. Фух. У меня ни на одном кубе не было такой кнопки свет, автоматический свет. То есть вот когда светло,
и я перемещаю вот на первое положение, у меня ничего, свет не загорается. Как только темнеет, он начинает загораться. У меня ни на одном кубе такого не было. Я прям офигеваю от этой функции. Сейчас пока ждал ученика, короче, сидел на пэде, занимался. И смотрел бложик Калина. Вот это противотуманки, короче. Значит, начала светить правая, как ни странно. Вот вдали. Бабам. Свет неплохой здесь. Но когда-нибудь я разорюсь, короче. Когда вот у меня все покупки кончатся, я куплю себе светодиоды фары и буду кайфовать, короче. Каких только звуков нет. Слушай, вообще капец. Просто жесть. Ладно. Лайк, подпишись, друг. Благодарочка, колокольчик. Потому что что-то уже ни о чем пошел бложик вообще. Лучше, мне кажется, иной раз я думаю, лучше вообще не снимать, чем снимать такое. А потом думаю, а у меня, если вот так вот подумать, то каждый бложик ни о чем, в принципе. Поэтому, если начнешь заморачиваться, то вообще ничего не будет, понимаешь? То есть просто делай и все. Делай и трамбуй в окошко. Найдется свой зритель, я считаю. На все найдется. На любой контент найдется свой зритель. Спасибо за просмотр. Давай. Иначе тебя люблю. Я уже ненавижу, ненавижу, ненавижу.